Мужчина и его друг нашли льва, застрявшего в густой болотной грязи, который становился все более агрессивным с каждой попыткой освободить его. Сбитые с толку, они вызвали подъемный кран. Когда они поднимали льва, один из них увидел, что находится под ним, и замер. То, что он увидел, было не просто шокирующим, это все объяснило. Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите на кнопку «Нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Он ахнул. «О боже мой!» и бросился прочь, не сказав больше ни слова. Джек стоял в стороне, почесывая затылок, пока Том управлялся с краном. Почему он не двигается с места? Том что-то раздраженно бормотал. Каждая попытка поднять льва наталкивалась на яростное сопротивление. «Возможно, мы что-то упускаем», – ответил Джек. «Ну что?» Оба мужчины могли только наблюдать, как лев рычал, а машина боролась с его весом и его волей. В этом не было никакого смысла, но они знали, что скоро должны будут разобраться. Каждый раз, когда кран совершал маневр, лев издавал глубокое, отдающееся эхом рычание. «Похоже, он не хочет быть на свободе», – сказал Том, уворачиваясь от удара забрызганного грязью хвоста. Джек кивнул, чувствуя тоже напряжение. Возможно, он испугался, предположил он, но даже это показалось странным. Шум привлек любопытных, и каждое рычание предупреждало их держаться на расстоянии. Тем не менее, что-то заставляло людей отчаянно пытаться помочь. Том в отчаянии бросил шляпу на землю. «Я просто не понимаю, Джек. Мы перепробовали все». Джек расхаживал по краю болота, поглядывая на решительного льва. «Это как будто пустило корни», – добавил он. Несмотря на то, что лев толкал, тянул и подглядывал, он упрямо оставался неподвижным. «Возможно, ему не нужна наша помощь», – размышлял вслух Джек. Смирившись, но не испугавшись, двое мужчин поняли, что им нужен новый план. Ему. Чувствуя тяжесть разочарования, Джек вздохнул и подозвал Тома к себе. Он сказал, что нам нужно перегруппироваться. Том кивнул, вытирая пот со лба. «Давайте все обдумаем», – согласился он. Если грубая сила не сработала, возможно, мудрость была лучшим выходом. Что, если мы что-то упускаем? Джек задумался вслух. Вместе они решили сделать шаг назад, собраться с мыслями и переосмыслить, как лучше всего подойти к затруднительному положению льва. «Нам нужен кто-то с опытом», – предложил Джек, глядя на Тома. «Недалеко отсюда есть заповедник дикой природы», – ответил Том. Они устали, но теперь у них было направление. После быстрого поиска в интернете они загрузились в грузовик Джека и отправились в заповедник. Оба мужчины знали, что им нужно нечто большее, чем просто сила. Им нужна была мудрость тех, кто по-настоящему понимал этих величественных созданий. В заповеднике Джек и Том оказались в уютном офисе, где их встретила Лиза, опытный смотритель дикой природы. Она внимательно слушала, как они рассказывали свою историю. «Лев, который не принимает помощи?» – спросила Лиза, задумчиво постукивая себя по подбородку. «Это необычно. Обычно они избегают помощи, только если что-то очень плохо». Джек почувствовал проблеск понимания. «Вы можете помочь нам разобраться в этом?» – с надеждой спросил Том. Лиза согласилась присоединиться к ним. Ей было любопытно самой разобраться в ситуации. Львы по своей природе не одиночки, но сопротивление обычно означает, что происходит что-то критическое, объяснила она, когда они возвращались на болото. Джек внимательно слушал, и каждое слово добавляло что-то новое к их пониманию. «Возможно, мы имеем дело с чем-то большим, чем просто грязь», – продолжила Лиза. Ее проницательность дала Джеку и Тому новое чувство цели. Добравшись до болота, троица обнаружила, что там собралась небольшая толпа. История об упрямом льве быстро распространилась. Благодаря проницательности Лизы, проникшей в их мысли, Джек и Том почувствовали себя более подготовленными. «Давайте посмотрим, что мы пропустили», – спросил Том, не сводя глаз со льва.
Лиза оглядела сцену, ее опытный взгляд подмечал детали. Вместе они приготовились взяться за головоломку заново, полной решимости найти решение. Толпа зашепталась между собой, возбужденная этим зрелищем. «Как ты думаешь, что происходит?» Кто-то спросил, заглядывая Джеку через плечо. Он повернулся, пожимая плечами и слегка улыбаясь. «Мы разбираемся», – ответил Джек, переглянувшись с Лизой и Томом. Когда каждая пара глаз посмотрела на них, напряжение возросло. Тем не менее, обещание раскрыть тайну пробудило в этих троих целеустремленность. Лиза, обладая опытным взглядом, указала на различные места рядом со львом. «Возможно, здесь что-то есть», – сказала она. Джек и Том последовали ее примеру, испачкав руки в поисках. Грязь была густой и липкой, и пока они копались, она чавкала под их ботинками. «Заметили что-нибудь странное?» – спросил Джек. Лиза покачала головой, придирчиво осматривая все вокруг. Лев наблюдал за ними тихо, но не переставая рычать. Они надеялись, что их поиски вскоре приведут к разгадке. Благодаря поддержке Лизы, Джек и Том стали заядлыми детективами. «Грязь? Это странно», – пробормотал Том, ковыряя заплатку ботинком. «У него есть свои истории», – задумчиво произнес Джек, наклоняясь, чтобы получше рассмотреть его. Лиза наклонилась ко мне. Ее голос звучал задумчиво. «Возможно, грязь может нам что-то подсказать», – предположила она. Троица исследовала каждый дюйм, надеясь, что ответ скрывается у них под ногами. Каждый шаг казался кусочком головоломки, который нужно соединить с другими. Пока Лиза и Том продолжали осматривать окрестности, Джек заметил что-то необычное в расположении следов. «Эй, взгляните на это!» – крикнул он, помахав им рукой. Следы не казались случайными. Они следовали по определенному пути. «Похоже, лев передвигался по определенному месту», – заметила Лиза, нахмурив брови. Любопытство Тома росло. «Это странно. Не стоит ли нам покопаться еще немного?» – предложил он. Они лихорадочно перебирали варианты. Тем временем Том боролся с рычагами управления краном, пытаясь удержать его на месте и одновременно управлять метаниями льва. «У этой штуки есть собственный разум», – простонал Том. Джек оглянулся, заметив напряжение на лице друга. «Просто держись крепче, Том», – посоветовал он, надеясь, что их новообретенные подсказки скоро обретут смысл. Лиза не отрывала взгляда от земли, полной решимости раскрыть любую скрытую тайну. Они почувствовали тяжесть ситуации, тяжелую, но вселяющую надежду. Лиза хлопнула в ладоши. Ее осенила идея. «Может быть, поможет отвлечение внимания», – предположила она. Джек выглядел заинтригованным. «Какое отвлечение?» Лиза на мгновение задумалась. «Это. Шум может сработать. Это может отвлечь внимание льва, заставить его немного успокоиться», – ответила она, указывая на грузовик. Лиза проинструктировала Тома. «Хорошо. Начинай сигналить». Над болотом пронесся гудок грузовика. Лев замер на полуслове, пораженный. «Ого! Это действительно работает!» – воскликнул Джек. Джек подошел ближе к следам. «Это наш шанс», – прошептал он. Он присел на корточки, изучая рисунок в грязи. Лиза опустилась на колени рядом с ним. «Что-нибудь бросается в глаза?» Джек провел пальцем по линии. «Я думаю, что за этим кроется что-то еще», – ответил он. Джек и Лиза осмотрели землю. «Что-то здесь не сходится», – пробормотал Джек. Том и Лиза положили ветки возле ног льва. «Давайте ослабим давление», – предположил Том. Лиза аккуратно укладывала их, пока Джек помогал. Лев переводил взгляд с одного на другого, наблюдая за ними. Том дважды проверил веревки. «Я думаю, мы готовы», – сказал он. Лиза стояла рядом, помогая. Джек наблюдал, чтобы все было надежно закреплено. Лев молча наблюдал за происходящим. Его присутствие ощущалось в каждом движении.
Внезапно глаза Джека загорелись. «У меня есть идея!» – закричал он. Все обернулись. «А что, если мы воспользуемся чем-нибудь, чтобы поднять его?» Он сделал мне предложение. Лиза и Том обменялись взглядами, и к ним вернулась надежда. Джек продолжил. «Давайте построим систему поддержки из деревянных досок». Лиза захлопала в ладоши. «Это...» Том кивнул. Джек объяснил, что она поднимется и стабилизируется. Команда приготовилась действовать. Лиза и Том искали на краю болота. «Смотрите, вон там». Лиза указала на несколько деревянных досок. Они бросились туда и собрали столько, сколько смогли. «Это должно сработать», – сказал Том с полными руками. Вместе они установили деревянные планки вокруг льва. «Теперь спокойно», – проинструктировал Джек. Лев, на удивление спокойный, казалось, почувствовал их намерение. В воздухе повисла надежда. Джек направил кран на место. «Все готово!» – крикнул он. Том и Лиза подняли вверх большие пальцы, когда стрела крана зависла в воздухе, точная и готовая к работе. Грязь под ними зашевелилась. Том кивнул и приготовил кран к следующему движению. Кран застонал, когда начал медленно поднимать льва. «Тише!» – крикнула Лиза. Все замолчали. Джек добавил: «Никаких резких движений». По мере того, как кран поднимался все выше, лев становился менее агрессивным. Джек наблюдал за краном. Его внимание переключилось между львом и каркасом. Несмотря на то, что лев поднялся, он не сдвинулся с места. Разочарование росло. «В чем дело?» – спросил Том. «Я думал, у нас все получилось», – разочарованно сказал Джек. «Мы чего-то не понимаем», – сказала Лиза. Они отступили на шаг, пытаясь переоценить ситуацию. Джек перебрал возможные варианты. «Что его здесь держит?» – озадаченно спросил Том. Казалось, что-то более глубокое удерживает льва. Джек присел на корточки, прослеживая следы льва. «Это странно», – пробормотал он, затем обратился к остальным. «Подождите. Посмотрите сюда». Лиза и Том наклонились к нему. Лев, казалось, предпочитал определенное место. «Это как будто что-то охраняет», – сказал Джек, и его осенило. Джек снова указал пальцем. «Эй, эти узоры». Остальные пригляделись повнимательнее. В грязи появились круглые отпечатки, ранее незамеченные. «Что вы об этом думаете?» – спросил Том, охваченный любопытством. Джек наклонился поближе к болоту, разглядывая круглые отметины в грязи. Он заметил, что они описывают круги вокруг одного места. «Давайте переключим внимание», – сказала Лиза. Том осторожно переместил кран. Нужно быть точным. Толпа наклонилась вперед, предвкушая все больше и больше. Лиза координировала новый план, ее уверенность вела команду вперед. Вперед! Кран начал разгребать грязь. Пульс Джека участился. «Началось», – пробормотал он. По мере того, как все больше грязи отступало, проступали очертания чего-то скрытого. Они собрались вокруг, открывая сложную систему туннелей под поверхностью. «Невероятно», – прошептала Лиза с благоговейным трепетом на лице. Когда они работали вместе, этот момент стал чем-то большим, чем просто спасение. Это была связь между людьми, животными и землей. С каждым снятым слоем земли история начала раскрываться. Внезапно Джек указал пальцем. «Смотри, плетеная растительная ткань». Лиза смахнула грязь. Том наклонился к ней, как будто это было сделано специально. Кто-то или что-то создало это пространство. Они поняли, что стоят на пороге раскрытия истинной тайны льва. Структурированный вход наводил на мысль, что на территории льва находится нечто большее, чем просто грязь. Лиза кивнула. «Мы должны посмотреть, что там находится». Недавно расчищенная дорожка казалась приглашением, дверью во что-то значимое. По мере того, как они приближались к истине, их охватывало волнение. «Как вы думаете, что это?»
– спросил Том, крепко сжимая кран. «Что-то особенное», – ответил Джек. Вся команда чувствовала, что вот-вот откроется что-то важное. «Интересно, куда это ведет?» – задумчиво произнес Джек. Отверстие, казалось, взывало к ним. «Может, нам стоит присмотреться повнимательнее?» – спросил Том. Они все согласились. Пришло время. Джек отступил в тень. «Выглядит достаточно безопасно», – сказал он. «Пойдем?» – спросила Лиза. Том поднял большой палец. Расщелина обещала больше, чем просто ответы. Она предлагала понимание. Лиза прошептала, что лев как будто ведет нас. Джек согласился. Он знает, что мы на правильном пути. Они собрались в тишине. Джек сказал, что нужно быть готовыми ко всему. «И уважать то, что мы видим», – добавила Лиза. Том мысленно перебрал варианты. Расщелина, хоть и была небольшой, таила в себе огромные возможности. Воздух наполнился вздохами. Под поверхностью воды уютно устроились львята, крошечные и уязвимые. «Вы только посмотрите на это!» – воскликнул Том. Джек уставился на него, не веря своим ушам. «Это все объясняет». Лиза улыбнулась, не сводя глаз с извивающихся медвежат. Это был скрытый мир, который яростно охранялся и, наконец, раскрылся. Кусочки мозаики сложились воедино. «Это было не просто сложно», – сказала Лиза. Лэг кивнул. Он защищал свою семью. Том наблюдал, и к нему приходило понимание. Сопротивление льва теперь имело смысл. Его предназначением всегда было защищать, а не убегать. Том припарковал кран, и его охватила волна благоговейного трепета. «У природы, несомненно, есть свои тайны», – сказал он. Джек огляделся. «Это невероятно», – пробормотал он. Это было идеальное проявление чутья и заботы. Земля. Они стали свидетелями чего-то редкого, проблеска первозданной красоты природного замысла. Лиза стояла молча, наблюдая, как медвежата благополучно устроились поудобнее. «Все эти усилия были приложены только ради них», – сказала она. Джек кивнул, осознавая правду. Они стали частью истории, которая намного значительнее, чем они сами. Это было ярким напоминанием о том, как сила и уязвимость могут сосуществовать бок о бок. Они запомнили этот урок надолго после того, как покинули болото.